Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим обновленный Surron 2022 года. Разыграем фирменную кепку Surron с брелком для ключей. Заглянем на завод основного нового конкурента Surron Talaria, который производит модель Sting. Обсудим перспективы карбоновой новинки от Denzel, модель Truver. И, конечно же, погоняем! Итак, первоначально взглядом окинем этот байк и посмотрим, что изменилось. Вопрос как раз об его эволюции. А есть ли вообще она, или она уже, собственно говоря, остановилась? Бросается в глаза вот такая вот непонятная пластиковая часть у сидушки. Китаец сказал: «Длуга – это просто красота, спасибо». Но как по мне, так это просто украли половину сидушки. Что можно придумать, да? Просто поставить классическую сидушку, которая у них всегда и устанавливалась. Так, дальше едем. Амортизатор, который они устанавливают уже с прошлого сезона, поэтому по заднему амортизатору обновления никакого. Педальный узел. То есть можно себе выбрать байк с педальным узлом, можно без. После того, как они начали продавать сертификаты в Европу, то есть, если вы знаете, Segway тоже себе приобрел данную модель на 25 ампер-часов батареи и 48 вольт. Так, здесь у нас педальный узел, кареточка, вот, видите, механизм, конечно, такой очень смешной и функционально, не сильно помогает вам на старте. Разве что вот максималочку увеличить и помочь подкрутить, если батарея совсем уже подсела. Сзади стоит фривил, да, то есть чтобы вам было удобно крутить педали. Но, собственно говоря, старт, подрыв никакой. Мы с вами проэкспериментируем, посмотрим, как он себя ведет на фривиле и как он себя ведет на классической 48-зубовой звезде. И давайте с вами глянем на подножку. Стало выглядеть просто как-то кустарно, колхозно. Не знаю вообще, для чего такая подножка, чисто вот под комплектацию с педалями. Но в целом очень дешевое решение. Старая добрая подножка с датчиком, она вот намного выгоднее выглядит, интереснее, и по надежности не уступает. Азиатская версия и европейская версия L1E, так называемая. По характеристикам они одинаковые. Разница здесь в мелочах. Это больше похоже на мотоциклетный девайс, скажем так. Здесь дисплей полноценный, фара вот такая более полноценная, блок управления светом, переключение между режимами и так далее тоже более, скажем так, массивный. То есть больше похоже на мотоциклетные комплектующие. Кстати, приятным бонусом идет противоугонный блокиратор вилки. В остальном все одинаково. Здесь сразу в заводской комплектации идут поворотники спереди, сзади, крылья и зеркала. На азиатской версии другой цвет и нет никаких вот плюшек из вышеперечисленных на европейской версии. Тормозная система. Еще в прошлом году они ввели 4-поршневую гидравлику. С тех пор ничего не изменилось. В этом году те же самые тормоза. Так вот, кардинально на торможении это практически никак не отразилось. Просто перегрев стал меньше. И диск, наверное, меньше ведет, да. Но в плане вот именно тормозного пути ничего не изменилось. По тормозам все то же самое. Роторы здесь 203. В ближайшем его конкуренте Samurai тоже ставится 203, но, как видите, это 3-миллиметровый толстый мотоциклетный диск под то же самое крепление. Соответственно, он не гнется, не греется. Совершенно другая техника. Да, здесь нужен будет мотокалипер, но, собственно говоря, вот эта система сама по себе, она намного надежнее на Samurai, чем на Surron.
дорогие друзья, объявляем конкурс. Главный приз – фирменный брелок и кепка Сурон. Ну а для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, придумайте и напишите в комментарии под этим видео самый оригинальный способ, как удержать бейсболку на голове во время движения на Суроне на максимальной скорости. Фривил, который в 2022 году нам предлагают, это чисто городская версия для Тошнилова, то есть вы особо не погоняете с ним. Значит, классическая звезда на 48 зубов и звезда, которая ставится на самурай. Произведем с вами первый эксперимент. Сначала посмотрим, как он себя ведет на старте с фривилом. На самурай будет установлен режим Soft Start с такой звездой. Ну а потом посмотрим, как он подрывает с заводской звездой против все того же самурая, но уже не на Soft Start. Поехали! Ну что же, основной вопрос. В 2022 году Сурон усовершенствовали или все-таки эволюция уже завершилась? В этот байк уже вкачивали всевозможную мощность. И 10, и 15, и 20 киловатт, и больше. Достигаем мы, собственно говоря, все это благодаря высокотоковой батарее, замене проводки, и самого контроллера. Также можно поиграться со звездой. В основном мы используем два производителя контроллеров. Первый вариант – это ядреный контроллер. 500 ампер фазные токи и 300 ампер батарейные токи. Настраивается он непосредственно через дисплей. И второй вариант – контроллер фирмы Syntec. Если, скажем так, в цене не скованы, то можете даже заказать себе отдельный рисунок. Здесь можно радиатор сделать с каким захотите рисунком. Фазные токи 600, батарейные токи 300. Для любителей еще больше, более мощного конфига, мы можем снять некоторые ограничения под ответственность водителя. Контроллер имеет специальное приложение, по Bluetooth связывается, и там вы можете настроить себе абсолютно все, что угодно. Работает на любом языке, на том же языке, на котором работает, собственно, ваш мобильный телефон. Батарея у нас на 20 ампер-часов больше, чем заводская, здесь 52 ампер-часа. Напряжение 60 вольт, но при этом она входит в штатный отсек, закрывается штатной заводской крышкой и не нужно ничего кастомизировать. Потому что версия на 72 вольта, которая создается для, скажем так, большего подрыва эндурине или там кого-нибудь на короткую дистанцию дернуть, здесь, соответственно, придется дополнительно такую крышку кастомизировать, потому что кейс, он вот так вот как-то выпирает настолько, соответственно. Давайте же с вами посмотрим, что из себя представляет по-настоящему доработанный и заряженный Сурон. Потому что, по идее, именно на этом и закончилась его эволюция. Итак, давайте посмотрим, на что он способен против основных своих конкурентов, а также против ДВСных мотоциклов. Погнали!
Несмотря на разницу в конфигурации и приводе, мы все же решили провести эксперимент. На обоих байках отключен плавный старт. И для того, чтобы нивелировать разницу между ремнем и цепью, мы решили произвести старт не с нулевой отметки, а с 40 км в час. В результате эксперимента оба байка проходят 100-метровочку практически одинаково. Основная задача, ради которой создавался Сурон, это использование по бездорожью. На нем роскошно можно поэндурить, получить массу эмоций. Однако, если вы хотите использовать этот питбайк как скоростной, то для этого, как уже было сказано ранее, вам придется подготовить кругленькую сумму. Вот уже 3 сезона основным конкурентом у Сурона является карбоновый электробайк Samurai. Но в конце прошлого года, 2021, мы заглянули на завод нового и основного конкурента Сурона Talaria Sting. Ребята взяли за основу как раз таки этот байк, доработали его, многие узлы усовершенствовали, повысили качество самой сборки, но в целом основные узлы и агрегаты были взяты именно с этого байка. Продают очень много. Хира. Достаточно мощные подшипники здесь стоят.
вторым его основным конкурентом, которого мы ожидаем в 2022 году, это карбоновый электробайк Truver. Все от того же Denzel. У него уже будет съемная батарея, так же как и на Суроне и на Talaria. Соответственно, у нас отпадает проблемы зарядки батареи где-либо там в доме, в подземном паркинге и так далее. Комплектующие на тот и на тот байк в принципе берутся с одних и тех же заводов. В заключении, что можно сказать? Сурон, по нашему субъективному мнению, перестал эволюционировать. Все, что с ним можно сделать, это закастомить и поставить сюда какой-то мощный контроллер, мощную высокотоковую батарею и так далее. Кстати, если вы хотите его персонализировать, то это тоже мы можем сделать в любом объеме. Главное, это вопрос цены. Впереди нас ждут обзоры на Talaria Sting, на Denzel Truver, сравнительные заезды, тест-драйвы, драг-рейсинги с Суроном и прочими аналогами. Надеюсь, все это уже будет в ближайшее же время. Напоминаю, что ждем от вас комментарии по поводу конкурса. Пальцы вверх, жирная дискуссия и до новых встреч. Пока!